Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях под любым видео на канале. У нас также есть второй закрытый канал на Бусти, слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. И я спешу поблагодарить всех тех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале на Бусти или на закрытом Telegram-канале, кому что больше нравится и кому что больше удобно. Ваши имена и ники, друзья, сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо, что вы есть у нас, спасибо, что вы позволяете нам развиваться дальше, и все больше новых раскладов появляется благодаря вам на Бусти или на закрытом Telegram-канале. На закрытом Telegram-канале, напоминаю, друзья, все те же самые видео, что и на Бусти. Если вам вдруг неудобно регистрироваться на Бусти по какой-либо причине, вы можете написать мне в личку и зарегистрироваться на закрытом Telegram-канале. Также напоминаю, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. Одна из таких обрядовых свечей, она уже у меня немножечко расплавилась здесь, не обращайте внимания. Одна из таких обрядовых свечей у нас с вами горит сейчас на раскладе. Это руна Феху или Феу. Первая руна старшего футарка, одна из 24, отвечающая за достаток и благополучие в доме. Зажигая эту свечу, вы целый год будете принимать в дом достаток, благополучие и богатство, друзья. Сегодня с нами карты черной воды. Поприветствуем карты. Здравствуйте, карты. Сегодня мы с вами поговорим о Кейт Миддлтон. Очень многие просили меня сделать расклад на эту личность. Неспроста, потому что Кейт Миддлтон исчезла. В прямом смысле этого слова пропала, и никто, казалось бы, кроме членов королевской семьи, не знает, что сейчас происходит с ее королевским высочеством, да, с герцогиней Кембриджской. Говорят, что у принцессы Уэльской была операция на брюшную полость в начале января, но никто не видел Кейт с декабря прошлого года. А на дворе тем временем у нас сейчас март. И ни одного видео и фото, что с Миддлтон все в порядке и что вообще она жива. Сегодня на картах Таро узнаем не только о Кейт Миддлтон, но и о тайнах королевского двора. Конечно же, в первую очередь мы посмотрим характеристику личности, да, что мы обычно смотрим, когда гадаем на личность. Итак, друзья, карты. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Кейт Миддлтон. Что это за человек такой? Характеристика личности Кейт Миддлтон. Каким человеком ее видит Вселенная и каким человеком ее видит этот мир? Характеристика личности Кейт Миддлтон. Вот так вот, да, карта перевернулась сама. Восьмерка жезлов. Целеустремленная женщина, да, целеустремленный человек, ставит себе цель, не видит препятствий, очень дружелюбный, всегда придет на взаимовыручку, на помощь на какую-то, да, если попросить, если не попросить, тоже придет. На самом деле человек момента какого-то, да, то есть может что-то высказать, сказать человеку не подумав, а потом запереться у себя в комнате и подумать, блин, что же вот я сказала такое, да, ну вот зачем я это сказала? То есть такой достаточно вспыльчивый человек, человек момента, да, а как я уже сказала, любит ставить цели достигает каких-то определенных высот. Человек стремительный, человек общительный, любит улыбаться, но улыбаться не просто так на публику, а действительно любит публику, да, она любит публику, публика любит ее, как в принципе, почему все сейчас беспокоятся за Кейт, да, потому что она достаточно дружелюбная, открытая женщина. Вот такая характеристика личности, дружелюбная, открытая, придет на помощь, на выручку, отдаст свои последние штаны и юбку только для того, чтобы помочь своему другу, знакомому, близкому товарищу. Очень импульсивная, достаточно вспыльчивая, по знаку зодиака либо огонь, либо земля. Земля здесь идет козерог, либо дева, да, но, скорее всего, земля все-таки, да, несмотря на то, что у меня здесь восьмерка все-таки жезлов, земля, почему? Потому что она умеет попридержать коней, вовремя, скажем так, высказала все, что накопилось, попридержала коней, подошла, извинилась, скажем так, да, вот такая характеристика личности Кейт Миддлтон. Интересная такая фигура, общительная, открытая, улыбчивая, можно положиться на этого человека. Родным и близким, по крайней мере, да? Сильные и слабые стороны Кейт Миддлтон. Сильные и слабые стороны Кейт Миддлтон. У всех у нас есть сильные и слабые стороны. Слабые мы чаще всего скрываем, да?
но они все равно выползают наружу. Сильные и слабые стороны Кейт Миддлтон. Сильные стороны и слабые стороны. Сильные стороны Кейт. Императрица, жена, мама, да, она в этой роли сильна. Она сильна как поддержка, как опора для мужа, и как опора и поддержка для детей. То есть детей она поднимет, вырастет, можете даже не сомневаться, да, то есть здесь вот человек прямо вот за детей, за мужа порвет. Здесь действительно сила в ее женской природе, в ее женском очаровании, в чакре Свадхистана, да, в половой чакре, в открытой чакре, сила в женской мудрости. Несмотря на то, что она импульсивная, она не истеричная, как я уже сказала, она умеет вовремя подойти и извиниться, понять, что произошло не так, что она сделала не так, да. Очень умная, очень мудрая женщина, достаточно стрессоустойчивая, я бы хотела сказать, да. Но здесь вот все-таки она не копит в себе обиды, она достаточно ровно воспринимает какую-то наболевшую ситуацию в семье, скажем так. Вот здесь многие, кто говорил, то, что у нее сейчас стресс, то, что она лежит, сорвалась, вряд ли, потому что сила в женской мудрости, и императрица показывает нам то, что сорваться она не смогла бы по одной такой причине, что чакры прокачаны у человека. Здесь, я не знаю, она сама работает над собой, либо медитации какие-то, да, либо что-то там, какие-то ритуалы выполняются в королевском дворце, но здесь действительно прокачанный человек от и до, от кончиков ушей, скажем так, от кончика носа до пяток, поэтому она хорошая жена, мама и даже хороший бизнес-партнер, возможно, да, если мужу это понадобится. Скажем так, она бы была, возможно, хорошей королевой. Слабые стороны. Рыцарь мечей. Вот мы тут говорим о спокойствии, да, а слабые стороны, как я уже сказала один раз, да, по ее сигнификатору, по ее характеристике личности, то, что она может вспылить, может сказать, не подумав, да, но это мы уже посмотрели по восьмерке жезлов, которую у нее выпала, на характеристику личности. Сказала, не подумав, и потом думает, а что же я не так сказала, зачем я это сказала, да. Сила в женской мудрости, вроде бы в женской хитрости, но сказать может, не подумав. Ну вот это 100% козерог, мне кажется, да, вот обычно вот они себя так ведут, либо козерог, либо дева. Ну, еще может быть стрелец, вполне возможно, да, потому что по себе могу судить, тоже могу сказать, не подумав, потом думаю, зачем я это сказала. Вот здесь об этом речь. Слабые стороны сказать и не подумать, сильная сторона женская мудрость, все-таки умение извиниться, подойти за все свои ошибки. Следующий вопрос. Страхи Кейт. Чего боится больше всего? Страхи Кейт. Чего боится больше всего Кейт Миддлтон? Чего больше всего на свете, вот сейчас, в данный момент, если с ней все хорошо, надеюсь, что с ней все хорошо, никому не желаю зла. Страхи Кейт Миддлтон. Чего боится Кейт Миддлтон более всего? А страхов-то как много. Предательство семьи. Предательство кого-то из членов семьи. Семейная карта, десятка кубков, и предательство, карта мимикрии, да? Уход на сторону, уход налево, измены. Тогда все будет десятка, да, тогда ей будет безумно тяжело, 2 десятки. Тогда необходимо будет переходить в какую-то новую жизнь. Очень боится перемен каких-то. Вот перемен таких, что нужно выходить из зоны собственного комфорта. Перетрубации такой полной боится, да. Боится еще справедливости, да, это бракоразводные какие-то процессы. Я же говорю, полные перетрубации, измены в семье, каких-то бракоразводных процессов. И тогда все, тогда можно залечь на дно и лежать так до весны, хочется сказать, да. Даже до лета, 4 мечей. Ничего не хочу делать, если узнаю, что вдруг мне кто-то из семьи изменяет морально, физически, неважно, мне будет безумно тяжело, будет десятка жезлов, будет десятка мечей, я через эти мечи пройду, конечно, и войду в новую жизнь, но я безумно боюсь каких-то документов, бракоразводный какой-то процесс, как будто бы, да, вот здесь об этом речь. Чего боится больше всего? Измены со стороны своих родных и близких, физической или моральной. Жива ли Кейт Миддлтон? Очень многие говорят, что как будто бы ее уже нет, да? И готовят двойника для того, чтобы люди ничего не заподозрили. Жива ли Кейт Миддлтон вообще сейчас? И если да, то мы узнаем, что с ней сейчас, да, происходит. Жива ли Кейт Миддлтон? Буквально по одной карте. И дальше раскроем уже. Жива ли Кейт Миддлтон?
Карта дьявола. Кто-то держит ее, да, кто-то манипулирует, кто-то не дает высказаться, кто-то не дает, ну, во-первых, жива, да, 15-й старшие арканы практически никогда не выпадают на мертвого человека, женщина жива, но дело в том, что она в каком-то, как в заключении, в каком-то, в каких-то тисках, как какая-то угроза, какое-то манипулирование ею, да, давайте посмотрим еще. Да, здесь прямая угроза человеку, жизни, здоровью, как будто на что-то давят, вот как давят на больное, да, на больную мозоль, где-то удерживают, как, знаете, как, может, даже в прямом смысле на привязи, кто знает, да. Дьявол удерживает здесь в тисках. Аддикция. Аддикция – это привязанность. Либо здесь привязанность действительно физическая, либо здесь ее привязанность к кому-то, и что-то с человеком случилось, да. Тут как прямая угроза для человека, угрожают никуда не выходить, ничего не делать, никому ничего не рассказывать, манипулируют чем-то или кем-то манипулируют, да. Жива. Что с ней сейчас происходит? В каком она состоянии физическом и моральном? Что сейчас происходит с Кейт Миддлтон? Что сейчас происходит с Кейт Миддлтон? Что сейчас происходит с Кейт Миддлтон? В каком она состоянии физическом и моральном? Отбивается какого-то короля мечей, чтобы не произошло обнуление. Плохие карты в каком плане? Смотрите, что с ней сейчас происходит, ее моральное состояние. Морально истощена, ее прям вот как, знаете, носит направо, налево, биполярочкой попахивает, хотела бы я сказать, но здесь не совсем про психическое расстройство, здесь именно про моральное состояние, да, ее вот шатает вправо-влево, как качели какие-то, да, пытается защищаться, пытается отбиваться, еще какой-то неприятный разговор о начале чего-то нового в этой жизни, да, и она этого нового очень боится и не хочет как будто бы вот этого обнуления. Давай начнем все заново, или давай ты начнешь одна, а я начну один, как вот может муж с ней разговаривает, да, какой-то неприятный холодный разговор. Пажа мечей, пажа такого инфантильного, скажем так, человека, возможно, это ее муж, да, инфантильного человека, который, возможно, хочет бракоразводного процесса, да, у меня такое тут ощущение складывается. И здесь она защищается от этих разговоров, она как пытается от них отбиться по семерке жезлов, да, хочет выйти победителем из этого разговора. По семерке жезлов, король мечей, да, отбивается. Это она вот в состоянии короля мечей отбивается. Физическое состояние ее, кстати, я не могу сказать, что ее плохое физическое состояние, у нее моральное состояние плохое, да. Мне плюнули в лицо ради каких-то пентаклей, то ли какие-то деньги предлагаются ей за то, чтобы, возможно, бракоразводный процесс наступил, и чтобы никто ничего не узнал. Тут вот такая какая-то история интересная. Но моральное состояние подавлено ужасно. Она пытается защищаться от разговоров. Физическое состояние я не вижу, что она мертва, она жива, я не вижу, что ей как-то плохо физически, и очень плохо морально. Качели, качает из стороны в сторону, несмотря на то, что говорила достаточно стрессоустойчивый человек, по-моему, говорила об этом, да, по восьмерке жезлов, она достаточно стрессоустойчивый человек, она может держать себя в руках по императрице, по женской энергии, но однако сейчас страдает ее душевное состояние из-за того, что вот как раз-таки ее самые главные страхи – это измена, да, в семье, и здесь, возможно, эта измена и произошла. И разговор вот этот не очень приятный с мужем складывается. Здесь что-то про какие-то все-таки любовные взаимоотношения, да. Здесь не совсем теория заговора попахивает, друзья. Хорошо. Была ли операция у Кейт Миддлтон на брюшную полость, как нам все говорят в СМИ? И каков ее диагноз, если была, да, эта операция? Была ли вообще операция на брюшную полость, как нам все говорят в СМИ? И диагноз. Карта повешенная ушла, чтобы подумать на время, да, сама себя подвесила. Такое ощущение, операции-то и не было. Повешенный ушла на время, чтобы подумать, чтобы поразмыслить, что дальше делать, да, потому что Иерофант так сказал. Иерофант, подумайте, дети мои, тут как кто-то во главе угла, то ли король, то ли еще кто-то, да, главный. Иерофант какой-то сказал держать все в тайне. Король, Иерофант, тот, кто главный, тот, кто выше нас, сказал держать все в тайне, да. И я ушла подумать, потому что это моя судьба.
судьба моя решается, как решается ее судьба сейчас, ее конкретно судьба решается. Что-то подписать нужно и уйти. Я же говорю, здесь что-то про развод, друзья. Здесь меня как заставляют что-то подписать и оставить все в тайне. Рукой что-то подписать, оставить все в тайне, типа тихо, да? А я ушла, подвесила себя и ушла, чтобы подумать на какое-то время, потому что моя судьба решается. Я не могу просто так с бухты-барахты взять и уйти к другим берегам, потому что я этого не хочу. Король сказал подумать. Двоим людям сказал подумать. И эти два человека, Кейт, возможно, ее муж, просят вот совета у иерофанта, у короля, да, что нужно сделать, да, как лучше сделать. Была ли операция? Операции я не вижу здесь. Здесь вообще не про операцию, здесь не вышло мечей, кроме шестерки мечей, но шестерка мечей здесь немножко другое обозначает, да, здесь решается ее судьба, здесь вообще я не вижу, что у нее физическое состояние как-то пострадало. Где находится Кейт Миддлтон? Где находится сейчас? Где находится сейчас Кейт Миддлтон? Находится в замке, то есть там, где она проживает с родными, близкими, да. Находится в больнице, но это как бы мы уже выяснили, что вроде как у нее ничего не было на брюшную полость, да. Находится в каком-то другом месте. В больницу ее, может быть, увезли в состоянии стресса, я так думаю, да, и не хотели раскрывать это, такую неприятную, скажем так, новость. То, что у принцессы Уэльской не все в порядке с головой, хочется сказать, да, но у нее все в порядке с головой, это просто стресс. Возможно, не хотели раскрывать как бы вот эту вот всю семейную драму, да, возможно, это никому не нужно было. Где находится Кейт Миддлтон? В замке с родными и близкими. Сейчас другие карты раскроем. В больнице что-то с беременностью, что ли, было, да? В больнице-то она была на самом деле, да, но была, во-первых, стресс, это да, что-то про развод, это да, но у нее не было операции на брюшную полость, у нее как будто было что-то, знаете, не операция на брюшную полость, а как что-то забрали, что ли, у нее. Беременна была как будто бы, да, а сейчас не беременна, что-то забрали. Родные и близкие что-то забрали, вот поэтому я карту не совсем поняла сначала, да, вот здесь вроде с родными и близкими, вроде как что-то они у меня забирают, мою кровь они у меня забрали. Как она была беременна, у нее забрали. Такое какое-то странное ощущение. В больнице была, да, действительно, операции конкретно полостной именно операции не было на брюшную полость, но как будто бы как что-то вот кровь выскоблили, может, забрали, да. Беременна как будто бы была почему-то. Хотя все возможно, может, она и сейчас беременна, но я вижу, как будто у нее забирают эту кровь. Либо забирают кровь ребенка для чего-то, тут кровь плода для чего-то забирают. Это странные какие-то, на самом деле, вещи. В каком-то другом месте находится, нет, карта победителя. Она сейчас находится действительно с родными и близкими. В больнице действительно была, но что-то забрали в больнице. Интересно. Хорошо, отношения Кейт Миддлтон и принца Уэльского сейчас. Отношения Кейт Миддлтон и принца Уэльского сейчас. Что у них вообще в семье происходит? Здравствуйте, королева мечей. Королева мечей — это Кейт или не Кейт? Сейчас посмотрим. Какая-то женщина у них происходит сейчас в семье. Какая-то женщина, которая, возможно, хочет нарушить покой. Королева мечей. Женщина ногу на ногу сложила и хочет нарушить покой. Сидит такая, я тут вообще ни при чем. Отношения Кейт Миддлтон и принца Уэльского сейчас. Что у них в семье? Опять справедливость. Ну, что-то измены тут какие-то в семье, да? Причем эта королева, как знаете, как будто ее знает, вернее, Кейт, она, как знаете, волк в овечьей шкуре. Затесалась тут среди стаи волков несколько собак, да? Карта измены, обмана, предательства. Опять забрали мою кровь. Всю кровь мою выпили. Тут может быть как моральную всю кровь выпили, да? Или забрали кровь действительно физически. Возможно, Кейт была беременна и не должна была больше рожать. Вот у меня такое идет. И здесь какая-то королева мечей вмешивается в их отношения, в их справедливость, в отношения семейной пары. Я же говорю, да, кровь забрали. Беременна была Кейт.
или беременна сейчас, не хочет ребенка отдавать, у нее какую-то кровь забирают, что-то у нее забирают. Но в физическом состоянии она в нормальном, но в моральном в очень плохом. Что сейчас происходит? Победа темного над светлым, да? Здесь действительно есть какая-то женщина, я так понимаю, у принца Уэльского, да? Да, здесь есть измена. Здесь есть измена со стороны мужчины. И была беременная жена, видимо, которой не дали родить, я так понимаю. И она сейчас в истощенном моральном состоянии, чтобы люди ничего не знали об этом. Ее как спрятали, да? Сказали ей не выходить, манипулируют и чем-то, возможно, даже угрожают. Отношения неважные в семье. Правда ли, что действительно есть измены? Да, измены есть. Есть какая-то женщина левая, есть императрица, законная жена, есть какая-то королева мечей, которая ждет, пока все устаканится, ждет. Где дети Кейт Миддлтон и принца Уэльского? Вот все спрашивают, где дети, почему детей не показывают, да? Где дети Кейт Миддлтон? Сейчас еще про болезнь Карла спросим. Где дети Кейт Миддлтон? В надежных руках. У меня карты сегодня сами хотят. В надежных руках тоже не дают им, да? Не дают, скажем так, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Карты говорят, в надежных руках, ну, в своих руках, да? То есть родные, близкие люди окружают, но не дают им двигаться по определенному маршруту, по которому они двигались всегда, скажем так, да, чтобы люди их, да, не дают движение в ступоре. Дети как будто на улицу не выходят, что ли. Договорились, что дети не будут выходить на улицу. В надежных руках, ну да, препятствие. Два туза вышло, да? И как задабривают их чем-то. Ну, нате конфетку, ну, нате вот вам пряник, да, ну, это я так, не в буквальном смысле, да, конечно. Королевская семья, пряник, конфетка вряд ли поможет, да, там, не знаю, айфон купили, еще что-то купили, там, ну, нате, ну, посидите еще дома чуть-чуть, да. Сейчас все устаканится, сейчас все у мамы с папой уляжется, как будто детей не пускают куда-то в свет выйти, да, задабривают чем-то. Хорошо. У меня был вопрос, связан ли каким-либо образом болезнь Карла III состоянием Кейт, но, как мы понимаем, что состояние Кейт совершенно отличается от состояния Карла III, да, что-то там с беременностью, я не думаю, что Карл III может быть беременным, да, у Карла III там что-то с простатой, но, как я уже говорила в своем шорт-видео, Карл III прекрасно себя чувствует вроде как. Давайте посмотрим, действительно ли болеет Карл III. Хорошо, раз уж мы смотрим сегодня на семью, действительно ли болеет Карл III, раз уж у нас был такой вопрос, действительно ли болен Карл III? Действительно у него есть увеличение простаты? Опять эти карты. Действительно ли болен Карл III? Мешаю, опять эти карты выходят. Вы понимаете, договоренность, чтобы что его? Сместить, да? Нужно сместить короля. Это все иллюзии, это неправда. Как меняют кого-то, меняют короля. Договоренность с кем-то меняют короля. Сейчас меняться будет власть, да? И с Карлом все хорошо, болезни у него я не вижу. Здесь как будто не дают ему дальше править, не дают туз мечей. Мы не даем тебе больше быть королем, мы меняем короля, да? Тут договоренность, что как меняют в семье людей. Членов королевской семьи меняют, это все иллюзия, это все неправда. Людей дурят, людей держат в неизвестности по 8 мечей, да? Все уже давно решено, все давно уже написано, что должно быть, да, что должно происходить. И не только в Англии, но и во всем мире. Хочу сказать, если вы меня смотрите, вы знаете, что глобалисты, они как бы такие ребята, которые все уже давно-давно написали. Болеет ли Карл? Нет, не болеет. Умрет? Умерла так умерла, да, как говорил мой дедушка. Умрет, возможно, но, возможно, это будет фиктивная смерть, опять-таки, да. Нужно же как-то аргументировать то, что поменяли короля с кем-то, да. Как аргументировать, если не болезнь, да, и если не смерть.
Но власть здесь должна поменяться по приказу кого-то свыше, кто давным-давно уже это написал и знал. Поэтому короля будут менять в любом случае. Да? Болеет он, не болеет, это не важно. И не только в Англии будет меняться король, я уже говорила об этом. Кстати, следующий вопрос как раз. Да? Верна ли теория, что сейчас в мире глобалисты, управляющие миром, меняют верхушки общества? Президентов, короля, звезд шоу-бизнеса, то есть идет массовая перетрубация власти. Верна ли теория, что сейчас в мире глобалисты, управляющие миром, меняют верхушки общества? Президентов, короля, звезд шоу-бизнеса, то есть идет массовая перетрубация. Да, меняют друг с другом, да. Здесь как карта нового выбора. Опять людей дурят, опять людей держат в неведении. Да, здесь что-то должно свыше произойти, должны поменяться. Поменяться местами. Карта пятерка жезлов, карта как борьбы, да? Борьбы за власть. Поменяются местами. Да, поменять местами. Рокировка такая, да, происходит. Поменять местами в семье. И не только у короля Англии, да, как я уже сказала, звезды шоу-бизнеса, все, кто выше, все, кто на верхушке, меняются, людей держат в неведении, обычных людей дурят, да, и все меняются по местам. Скоро, совсем скоро поменяются звезды шоу-бизнеса, будут совсем другие лица, да, короля поменяют, и президенты у нас сменятся не только в России, но и вообще в целом мире. Поэтому да, да и еще раз да. Да, договор. Иллюзия в чем? Хитрость. Хитрость сверху, да? Кого-то удержит, правда, кто-то останется. Кто-то неправильный останется победителем. Кто-то один останется тот же самый король, тот же самый президент, да, а остальные все сменятся. Увидите, вот, да, может быть, Путин останется там, допустим, а все остальные поменяются. Перетрубация полная. Да, действительно, это так. А вот от Кейт Миддлтон мы пришли к общей теории заговора, да, скажем так. Друзья мои, пишите свои вопросы. Такой был не очень большой расклад, скажем так, да. Кейт Миддлтон у нас фигура, не знаю, кому интересно, кому нет, это все-таки не Российская Федерация, да, задавайте свои вопросы, возможно, сделаем второй расклад, возможно, сделаем расклад более подробный про королевскую семью, про принцессу Диану отдельно у меня будет расклад, да, возможно, сделаем отдельно про Карла и про Елизавету, про его маму, которая там померла, не померла, кто ее знает. Друзья мои, напоминаю, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, в личку, пишите в личку, либо комментарии под видео, какие вопросы вы хотите, чтобы я разобрала, либо какие видеорасклады вы хотите, чтобы я сделала для вас. А я вас очень люблю, и до новых встреч!